Хай, привет! Сегодня все обсуждают заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны с участием Надежды Савченко. Я не хочу обсуждать все, но на отдельных моментах я бы, конечно, остановил бы свой взгляд. По поводу Надежды Савченко, почему ее нет больше у меня на канале. Последний раз мы разговаривали, Надежда сказала не записывать, не записывать. И я ее, знаете, понимаю, потому что патриотисты могут не понять. Да, я понимаю. И вообще, знаете, Иисус вот как-то спас прокаженных. Пришел поблагодарить только один из многих. В общем, давайте займемся. Долучився. Дякую кожному, хто не ставив, хто допомагав. І звертаю увагу всіх, хто ставив палки в колеса. Не дивлячись на всі ваші фейки, провокації з-за поребрика, ми не опускаємо руки. Это Пашинский. Пашинский в отдельных представлениях не нуждается. Это просто Пашинский. Человек, которого обвиняют в рейдерстве. Человек, которого обвиняют в других очень нехороших вещах. Но, что такое, знаете, мало ли что болтают. Для меня это заседание прошло под знаком змеиного кодла. Вот тут что-то мне так кажется. Несмотря на все ваши фейки, говорит, мы устояли. Молодец, Пашинский. Мы рухаемся вперед, и мы переможем. Да-да, мы двигаемся вперед, мы победим. Дальше он представляет докладчика некого, который будет рассказывать, почему списки, опубликованные Савченко, это нарушение закона. Начальник штабу АТЦ Кузнецов Геннадий Иванович. И тут просто уникально. Списки раскрывают данные про работников, про сотрудников, да, участников антитеррористической операции. Крім того, розкриває дані про персональний склад співробітників та членів оперативного штабу, які беруть участь у проведенні АТО, а також про осіб. Як нам відомо станом на сьогодні, інформації про отримання зазначеної згоди від осіб, перелік яких був оприлюднений Надією Вікторовною, у нас відсутні. То есть Савченко опубликовала фамилии людей, которые содержатся в плену у сепаратистов, но не спросила их разрешения на данную публикацию. Персональні дані осіб, які залучені до АТО, надана ступінь секретність таємно. Доповіді кінчу. Все, это секретные личности. Поэтому на каком основании ты опубликовала эти списки? Когда в свое время конченая Васильева публиковала списки, в которых были 80% фейк, а 20% уже мертвых людей, это никого не интересовало. Васильеву никто не арестовывал, а Васильеву никто не преследовал. Васильевой предоставляли эфиры на крупных телеканалах. Но тут Савченко говорит, слушайте, а у вас вот тут написано, они еще как, они предъявляли, что она не имела права вести переговоры с террористами. А она говорит, вот здесь у вас написано. Сказали, що там зазначено умови ведення перемовин з терористами. Так у нас все-таки ведуться перемовини з терористами? І під це навіть є виписана стаття і є умови? Звичайно, якщо це передбачено чинним законом. Она их хочет поймать, но это не те ребята, которых можно поймать. Они очень-очень скользкие. И она говорит, у вас тут даже прописаны условия переговоров с террористами. Они говорят, да, прописаны. Но это специальные люди могут только с ними разговаривать. А обычные люди с ними разговаривать не могут. Десь в законі написано, що всім решта заборонено, і це карається законом. Батькам, які утримують, діти, яких утримуються вести перемовини, перемовникам, волонтерам, іншим людям, які бажають говорити про визволення полонених. Це законом заборонено, це карається кримінально. Мол, разрешено ли волонтерам договариваться по поводу заложников? Разрешено ли гражданским особам, матерям, отцам? Разрешено или не разрешено? Они рассказывают, что есть уполномоченные лица. И даже вот в церкви есть люди, которые там участвовали. Но это все было четко по закону, регламентировано. И все такое. А дальше этот чмырь из СБУ, да, как я понимаю, или из штаба АТО, я не разобрался откуда, но однозначно силовик, начинает вдруг рассказывать про защиту личной информации. Стаття 12 Загальної декларації прав людини та стаття 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних прав свобод на захист персональних даних трактується як невід'ємна частина права людини на захист особистого життя. И дальше он перечисляет, что нельзя собирать, там, распространять, и перечисляет тупо то, чем забит сайт «Миротворец», который курируется украинскими силовиками. Ну а также он перечисляет то, что вчера распространил
Марк Фейгин. И его тоже никто за это не преследует, хотя я гражданин Украины. Но я привык, что мое государство не охраняет меня, а только лишь хочет меня. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, а саме даних про національність, освіту, сімейний стан, здоров'я, адресу, дату, місце народження. Крім того, Савченко опять пытается поймать и спрашивает, эти данные не были известны тем, в принципе, у кого в руках находятся эти пленные? Ці дані, вони не були відомі протилежній стороні, яка може нанести шкоду, як ви говорите. Вони були комусь невідомі до того, як я їх опублікувала. Но ведь действительно, это же глуповато считать, что те, у кого они в руках, не знают данных тех, кто у них в руках. Знают же. А если не знают, если кто-то сказал, я не Петров, я Иванов, то и не узнают. У нас Служба безпеки України. Є інформація, що людям, які утримують наших полонених, відома інформація, яку я опублікувала оприлюднила в списках. Це що, повноважений терорист? Вот этот обрюзший мужик, который вставляет свое лицо, я его сначала не признал, а это Тымчук, Дмитрий Тымчук. Они, понимаете, все, вот их потом не узнаешь почему-то. И вот редкие люди, даже тот же нелюбимый мною Обама, после президентского срока, у него харя вот такой вот не стало. А у этих только приходит. Вони відомі. пані Надія. Пани Надея, тихо, тихо, тихо. И тут Савченко бьет по самой больной точке, в принципе, то, что на устах вот было, просто крутилось на языке. И она спрашивает, а список миротворец не содержит такие личные данные? Список миротворець, який опублікував Пані Надія, ви будете мати можливість виступити. Це питання. До кінця. Там були дані, які несли більше, ніж опублікувала я. Пані Надія, На что они затыкают ей рот? И если вы хотите, вы можете подать там заявление на этот сайт Миротворец, но при этом уточняют, что сайт Миротворец, который борется с террористами, а террористов они обозначают, ну так сразу, на глазок, знаете, без решения суда. Нафиг это надо? Потому что друзьям все, а врагам закон. якщо ви як член комітету, пані Надія, якщо ви як член комітету захочете, щоб ми розглянули на комітеті, з вашої точки зору, дії сайту Миротворець, які борються з терористами, ми, звичайно... Дальше они начинают говорить, кто же у нас уполномочен, и там звучит фамилия Геращенко. Ирина Геращенко, это вот та вот, которая постоянно с придыханием рассказывает какие-то истерические какие-то вещи, но я сомневаюсь, что с ней кто-то всерьез контактирует. Она так, знаете, как ширма, я не знаю. Или там свозить Жемчугова куда-то в ПАСЕ с Афанасьевым. Конечно. Я знаю, що є на Кучму, на Гращенка просто не бачу. Можливо, якщо є... Якщо у вас це питання, давайте ми його офіційно направимо до... Ну и после того, как они обсуждали, кто же там у нас уполномоченный, уполномочен ли уполномоченный уполномачивать, Конторский сказал опять-таки, что да, Служба безопасности Украины приветствует вообще это все это по заложникам, все эти переговоры, все, но это должны вести только лица уполномоченные. Но я вот только не пойму, а почему раньше вели неуполномоченные лица? И почему их никто за это не преследовал? А Савченко какая-то особенная. Да, мужики? на початку свого виступу я зазначив, що Служба безпеки України підтримує будь-які прагнення будь-кого, направлені на звільнення наших заручників. Проте зазначаю, що ці заходи повинні бути скоординовані, і по ці заходи повинні вестися уповноваженими особами, без порушення вимог чинного законодавства. И тут раздается голос какого-то мудреца, потому что он спрашивает, а назовите статьи, которые нарушила Надежда Савченко. А вы знаете, что Надежду Савченко начинают преследовать по статье «Державна зрада». Это измена, государственная измена. То чи можете ви зараз конкретно назвати статті, які ви вважаєте порушила народний депутат Савченко? Відповідно, чи ви готуєте якесь провадження і відповідно, я так розумію, як наслідок, чи будете ви звертатися до нас? И вот уже СБУшники, те самые СБУшники, которые с удовольствием приветствуют преследование людей на любом основании и публикация любых личных данных, они вдруг говорят, что вот на наш взгляд нарушено вот приватного життя, понимаешь, нарушила, вторглась. Значить, щодо, на нашу думку, порушення недоторканності приватного життя, це компетенція безпосередньо тих родичів або тих осіб, які були, перелік яких був опублікований. Поки на сьогоднішній день у нас немає інформації, чи висловив хтось з них. То есть, так в чем все-таки обвинить? В том, что она не уполномочена, но она опубликовала эти списки. Такие списки публиковали постоянно. Да все, кому не лень, публиковали такого рода списки. Но тут вдруг появляется Иван Винник. Это блог Петра Порошенко. И он уже говорит, что Савченко надо привлекать за другое преступление. Более серьезное. Государственная измена.
зробити заяву про вчинення кримінального правопорушення по факту вчинення умисних дій на шкоду територіальній цілісності, суверенітету України, економічній безпеці, національній безпеці України. Ого, нормально так Шкоды принесла. Всем подряд. Еще космической безопасности тоже. Це прийняття кваліфікацію статті 111 «Державна зрада». Есть государственная измена. Засадите теперь ее на пятнарик. Это будет так классно, так весело, я запасаюсь попкорном. Что это за депутат, что это за бинник такой? Да вы его знаете, помните? Російської мови взагалі не існує. Є північний діалект української мови. О, це мудра людина. Давайте посмотрим в украинскую Википедию. Более дебильной Википедии, чем украинская ее часть, я не встречал. Честно, я смотрел многие Википедии, знаете, многие там, на многих языках. Ну, вот такой дегенеративной, полной фейков и абсолютного маразма я не видел. Но даже здесь, даже в эту Википедию, они смогли вот только вот это разместить про Винника. Родился. Я сначала даже думал, что не вся страница открылась. Так, закончил какой-то технический университет, потом работал слесарем, заместитель начальника снабжения, владелец бизнеса по импорту и торговле продуктами питания, потом основатель завода. И вот тут вот, бэм, личной жизни нет, гермафродит. Ну, я так понимаю, даже не под вопросом оно стоит, то есть уже все, утверждение. По поводу завода, каким он владелец завода, смотрите, под Верховную Раду, хто там прийшов? Хто там? Колишній керівник підприємства, а нині депутат, заборгував людям 1,5 мільйона гривень зарплати. Вінник, виходь до народу! Вінник, виходь до народу! Эти люди являются членами Комитета по национальной безопасности и обороне. Хотя на этих людей, вот, которые там задолжали миллионы своим рабочим, повлиять проще простого. Жалко ли мне народ, который приводит таких людей в Верховную Раду? Нет, мне не жалко такой народ, потому что посмотрите, как Винник проходил в Верховную Раду. Это я к чему все рассказываю? Вот к тому, что это кубло, змеиное кубельце. От Ивана Винника. Раздача кандидатам в народные депутаты Винником Иваном подарков учителям. Перед этим Иван Винник толкнул речь, красивую, душещипательную, наполовину заикаясь. Подарки раздал, в Верховную Раду попал. Сегодня он не заикается. Щодо виключення Надії Савченко з особового складу Комітету з питань національної безпеки та оборони. Короче, Савченко исключить. Исключить. Ну вот начинается самое главное. Савченко спрашивает уже Пашинского, а не были ли вы в числе тех, кто здав Крим? Чи не були ви представником тих людей, які вирішували, що з Крима треба вивести наші війська за закритими дверима? Рада, не були ви тим представником, які здавали Крим? Ну, Пашинский говорит, что нет, там есть стенограмма заседания. Так, Танюша, то он обращается к Черновол. Мол, Танюша, вот предоставь, пожалуйста, эту стенограмму заседания, там все понятно. И что из той стенограммы должно стать понятно? Ты был представителем тех, кто решил сдать Крым. А? Де я особисто представив, ну вона є в принципі. Тобто, де ви прийняли рішення здати Крим? Ні, це прийняла лідер тої політичної сили, з якою ви очолюєте. Что это за мартышечка, спросите вы? Что? А, не признали? Вы не признали Таню Черновол? Да, она похорошела. Таня Черновол теперь с красивыми сумками. Ее научили одеваться и даже мыть голову. А почему научилась она этому? Пашинский, смотрите, он тоже неказистый такой. Ну вот две неказистости, когда объединяются в одно, они многого могут достичь. Вот Таня с Пашинским кушает. И понятное дело, что беспристрастно она слушать, смотреть на то, как какая-то там, понимаешь, Савченко. Да, она готова была вцепиться в нее. Я же видел, как это происходило-то. Пані Савченко. Бачите, я не очолюю жодної політичної Пані сили. Савченко, я Он свою мартышку за жопу, что ли, назад оттянул, да? не дозволю. Я не дозволю Я перетворити не очолювала. Дзынь-дзынь. И вот это вот уже показывали по всем каналам. Он там, я не позволю превратить наше заседание в цирк, там, бла-бла-бла-бла. Значить, пані Савченко, я не дозволю перетворити вам комітет в дешеве шоу.
Перше, якщо вам є, мені слово, звичайно. якщо вам є, Таня, Я вам просто задала запитання. Дальше она начинает говорить, что ей стыдно, что вот эти вот люди, и ей более того, она интересную вещь сказала, стыдно и перед Европарламентом, и вам должно быть стыдно. А знаете, за что она говорила? А за то, что вот эти вот клоуны постоянно на ее имени пиарились. И на самом деле говорили в Европарламент, смотрите, это героиня, героиня. А сейчас вы героиню, по сути, хотите закрыть на пятнашку? Мені дуже соромно за присутніх тут людей, які свого часу піарилися на мені, на моєму ім'ї, які продовжують далі піаритися на іменах політв'язнів наших, які сидять і далі захищають Україну. Ой, неприятные вещи, говорит. По каждому, практически по каждому вот так вот ткнуть, кто сидит на этом заседании. Можно вот так вот выдернуть, обратиться к прошлому, и там они будут ее хвалить. И рассказывать, что надежда, надежда всей нашей Украины, она олицетворяет. Ну, мы это все уже раньше показывали. Неприятные вещи она говорит. Не хочется ее даже слушать. І дурили ви якось самі себе всі 2 роки, поки я сиділа, роблячи з мене зірку і героя. Я вас про це не просила. И про Крым начинает говорить. Про всех вот этих вот реально, там, не сдадим Крым. Так вы уже все, вы уже сдали Крым. Ну реально, ну ведь по факту. Так и есть. Те, кто говорят, да надо отобрать, отвоевать, они никогда не пойдут воевать. Много их детей воюет, а? Ті, хто зараз з високих трибун кричать вам, що Крим ми ніколи не здали його в 2014 році. Ті, хто кричать з високих трибун, що ми завтра повернемо Крим Україні, вони не підуть попереду. Вони пошлють вас, а максимум стануть ззаду і зільють вас в котли. Это государство перевертыш. Люди более или менее светлые в этом государстве всегда плохие. Люди, на которых негде ставить клеймо. Шкиряки, Геращенко, Пашинский. Это герои. Это наши герои. Ну и Пашинский понимает, каким электоратом он имеет дело. И видя, что камеры направлены, конечно, он начинает говорить. Нам говорят, что ради нашего сытого життя, ради сытой жизни нам надо отдать Крым. Это он про сытую жизнь говорит. Виявляється, що якщо ми хочемо спокійного, ситого життя, то ми повинні забути за Крим і таке інше. Це ціла технологія. Ви забули про нього у 2014-му і маєте спокійне, сите життя. Я маю неспокійне і несите життя. Декларація говорить про інше. Я имею неспокойную и несытую жизнь. Пашинский имеет несытую жизнь. Пані Надія, ви знаєте, ці всі, не буду коментувати, вибачаюся. Кто у нас при этом сидит на комитете? Савченко, все, пошла ты вон, шпионка. Кто там сидит? Там сидит Константиновский. Константиновский известен тем, что, ну вы знаете, у меня нет никаких, у меня были когда-то негативные эмоции в отношении этого товарища, потому что его предвыборная кампания продал Rolls-Royce, ушел на фронт, ну этим он подчеркивал тупость тех, кто должен был его избирать. И они его избрали. Так почему мне надо злиться на Константиновского, если Планктон избрал того, кто их развел, в тупую развел? Итак, наш следующий герой уже пожертвовал немалую сумму в поддержку украинской армии. Более того, он добровольно ушел на фронт. Продал Rolls-Royce, ушел на фронт. Ушел на фронт, правда фронт находился где-то там под Киевом. Ушел на фронт, пришел с фронта, сколько, 2 недели пробыл. Пришел с фронта, пошел в Верховную Раду. Одно время мы жили в Америке, в Нью-Йорке. Начинали там с нуля оттуда, там занимались грузовыми перевозками. О, да, конечно. Знающие люди наслышаны и злые языки говорят, что пару товарищей братья так хорошо загрузили и отправили, знаете, малой скоростью, что те так и доставлены были к праотцам. Ну, я не злюсь на Константиновского. И вообще, никаких негативных эмоций нет. Если Планктон тупой может тебя избрать, провести в Раду за то, что ты рассказал, что ты продал Rolls-Royce и пошел на фронт, значит, надо этот Планктон натягивать. Кто следующий? Следующий у нас Тымчук. Потерь нет. Вот я его и не узнал. У него лицо широкое стало. Тымчук потерь нет, известен тем, что он начал вдруг в одно время сообщать какую-то информацию, абсолютно дебильную информацию, но ее моментально стали всасывать украинские СМИ, не проверяя.
Достоверность заявлений украинской армии большая часть прессы Украины не проверяет. Многие новости о боевых действиях сообщает Дмитрий Тымчук, бывший украинский военный. Однако неясно, откуда именно он получает информацию. Есть подозрение, что Тымчука использует Киев, чтобы влиять на общественное мнение. Ну что, беги, Надя, беги, ты в банке с серьезными существами, эти существа не пожалеют. И я не делаю из тебя светлого ангела, я прекрасно осознаю, что за отдельными твоими поступками кто-то может стоять. Гласно, негласно, но это факт. Некоторые вещи, прослеживаются, это лично мое мнение. Однако же факт и в том, что ты в этой банке явно какая-то чужая. И береги себя. Я сам не люблю, когда мне говорят, береги себя. Потому что пленкой обмотаться или что, в термосе ездить. Но все-таки береги себя, Надя. Пока.